Вечно избегать проблем не получится. Власть над временем отдалит неминуемую встречу. Но лишь одно неосторожное действие способно привести к еще большим бедам. И отмотать время вспять уже не получится. Вдохновившись стимпанком, разработчики захотели создать четвертого платного персонажа в Don't Starve Together, максимально не похожим на остальных, и заодно приспособить присутствующий, но мало кем используемый оккультизм в игре. В результате двухмесячной работы получилась леди теневой магии, Ванда, которая заставляет задуматься об утекающем сквозь пальцы времени. У нее 175 сытости, 200 рассудка, а привычное остальным персонажам здоровье заменено таймером с минимальной отметкой в 20 лет и верхней планкой в 80, достигнув которой умрет от старости. Игру стартует с 38 лет и только появившись, начинает умирать, теряя по году жизни каждые 40 секунд. Проходящие атаки противника тоже отнимают время жизни. 40% от наносимого кем-либо урона будет прибавляться к возрасту Ванды. Например, укус гончей в 20 единиц увеличит индикатор на 8 лет. Броня, разумеется, способна значительно уменьшить потери. По ходу старения некоторые характеристики будут меняться вместе с обликом и голосом. Так а как вернуть утраченное время? Пока другие обмазываются всяким говном, чтобы омолодиться, Ванда изобрела метод получше. При старте игры в инвентаре будут находиться часы нестарения. Ими каждые 2 минуты можно омолаживать Ванду на 8 лет. Они не ломаются, одних таких вполне достаточно. Впрочем, если любишь лезть на рожон и постоянно получать по морде, то смело делай еще. Таким образом избежишь кулдауна, но моложе 20 лет в любом случае не станешь. Это единственная возможность восстанавливаться. Ни еда, ни привычные хилки не смогут в этом помочь. Урон Ванда получает постепенно, и есть хитрость. После мощной тычки сразу регенерируй, тогда сильно не состаришься. Правда, если в этот момент снова ударят, то регенерация остановится. Часы эти не падают на землю после смерти, а будто остаются в инвентаре у призрака. Воскреснешь и сможешь снова ими пользоваться. Это необходимо для возрождения от алтаря. Ведь велика вероятность, что, возвращаясь к своим вещам, снова умрешь от старости. Для продолжительных битв создавай еще такие. Правда, помимо 2 мрамора и красного самоцвета, необходима и довольно дорогая частица времени. При старте игры тебе дадут таких 3. Они являются основным ингредиентом для любых часов. Их всегда будет не хватать. Для создания новых отправляйся в руины за 8 фрагментами тулицита. По пути добудь 2 топлива ужасов. Возобновляемый тулицит, добавленный вместе с древним архивом, наконец пригодился. Получи из красного фонтана знание яйцо, отнеси на оркестрину. Методом пробы ошибок запомни последовательность и разблокируй чертеж пыли, из которой приготовь амброзию. Накорми ею миленькую служащую архива. Взамен она примется начищать статуи, из которых получишь от 3 до 7 фрагментов. Должно быть, заметил, что для создания частиц времени нужны уникальные инструменты. Они не ломаются, кулдаун небольшой, а крафт простой. Ими же сможешь разобрать любые часы Ванды на составляющие, без потери ресурсов. Рассказывать о них нечего, поэтому перейдем к остальным крафтам из ее уникальной вкладки. Всего их 8. О 3 уже поговорили, но самое интересное еще впереди. Из 4 кусочков костей, которые проще всего добыть со скелетов и курганов гончих, 2 живых бревен, получаемых с сентов или совершенно нормальных деревьев, и 1 частицы времени, Ванда способна создать аналог животворящего амулета. В отличие от него, часы возвращают ожившего к месту смерти, где бы он ни находился. Они не ломаются, запускается только 4-минутный кулдаун, по истечению которого можешь воскрешать остальных. А вот Ванде в часы необходимо вселиться. Тогда они сломаются, рассыпавшись на половину составляющих, и вернут ее к жизни, отмотав возраст до 60 лет. Умирая, Ванда не оставляет скелет, тени ее куда-то забирают. По мнению разработчиков, нам будет веселее об этом не знать. Впрочем, думаю, они и сами не в курсе. Тогда как ты наверняка все разгадал и расскажешь остальным в комментариях под видео. Теперь о телепортах. Их добавлено сразу 3. За частицу времени и 2 золота создавай часы, возвращающие на пару шагов назад. Механика схожа с перемещением Вортекса, только в обратную сторону. Использовать можно бесконечно, а кулдаун всего пару секунд. С ними легко увернуться от опасности, но не стоит использовать их на плоту.
В молодости дистанция отката больше, а вот с возрастом эффективность падает. Часы становятся почти бесполезными. Виртуозу, освоившему величественную тактику «ударил-отбежал», устройство покажется шуткой. Но только на первый взгляд, ведь кайтить ими можно даже не перемещаясь. Достаточно синхронизировать анимацию попадания с ударом противника. Значительно дороже часы отступления. Понадобится уже по 2 золота и частицы времени. Еще придется разобраться с Макбивнем. Сложность в том, что появляется можешь только зимой своего иглу. Справиться с ним без оружия дальнего действия непросто, а бивень, нужный для крафта, выпадает только с 50% шансом. Часами фиксируй место для будущего телепорта где угодно, даже в пещерах. Если активируешь их снова, вмиг там окажешься, а после запустится кулдаун на 8 минут. На часы доступна лишь одна точка, ее можно переназначить, разобрав при помощи инструментов часовщика. Ну или создать сразу несколько экземпляров, что сложно. Да и не стакаются они. Так, глядишь, увлечешься и для навоза места не останется. Зато довольно просто улучшить отступательные часы до временного разрыва. Понадобится только фиолетовый самоцвет. Ты также можешь создать метку в любом месте, а активация часов откроет портал на 10 секунд. Это своего рода червоточина, в который способен запрыгнуть любой. Забавно проработана анимация выпрыгивания. Ванда, как истинный маг времени, приземляется на ноги, тогда как остальные оболтусы на мягкое место. 20 рассудка за перемещение они тоже потеряют. С помощью временного разрыва переноси тяжелые объекты, ну или соединяй подземную базу с наземной. Активировать часы может только Ванда, и только в одну сторону, а с каждым использованием будет расходоваться фиолетовый самоцвет. Зато метка сохранится. Теперь чуток о возрасте. У Ванды есть 3 стадии: молодость, зрелость и старость. С возрастом силушки поубавятся. Крафтить и переносить тяжелые предметы будет медленнее. Также станет на 25% менее эффективно работать молотом. Понадобится больше ударов, чтобы разрушить предмет. В старости шахматные фигуры так вообще таскать не сможет. А любой мощный удар противника отправит ее полировать врата рая. В то же время наносимый ей урон становится наполовину меньше. Но только если это не теневой меч или ее особая плеть в заряженном состоянии, о которой пришло время поговорить. Изначально задумывалось создать оружие, которое прокачивается за счет помещаемых в него предметов. Но было решено упростить и заряжать топливом ужаса. Из 3 частиц времени, 8 топлива и 4 мрамора создай уникальный для нее будильник. В заправленном виде наносит 80 урона, а когда топливо иссякнет, опустится до 27. С возрастом урон увеличивается, на нем и темном мече. В преклонном возрасте будильник бьет аж 142, меч слабее, около 120. Пробуждающие часы, которые отлично укладывают. Хорошая дальность атаки и неплохая скорострельность. Еще бы оглушение, как от плети трехкотовки, была бы имба. Если же еще желешку Варли припудренную перчиком захаваешь, то урон с будильником в старости поднимется аж до 257 единиц. А любимая еда у нее ириски. Ведь каждый помнит, как приходил к бабушке, а она сразу конфетами закармливала. Ей они восстановят рассудок на 15 единиц и наполнят желудок на 40, вместо привычных 25. Ванда является старый знакомый Максвелла, оттуда и закаленный за годы совместных деяний рассудок. В среднем возрасте от использования теневых предметов он опускается на 33% медленнее, а старуха вовсе его не теряет. Получается, теневая броня, поглощающая 95% урона, станет идеальным дополнением к будильнику. И вот, пока бегаешь с максимальным рассудком, остальная команда продолжит страдать от кошмаров. Тебе это на руку. Больше материала для магических штуковин. Но друзьям помогать не забывай. Умри, пусть тебя кто-нибудь резнет жертвенным сердцем, восстановив себе 80 рассудка, ведь штрафа после воскрешения у Ванды нет. Индикатор времени постоянно тикает, напоминая Ванде о приближающейся смерти. И только лишь фокус с омолаживающими часами отдаляет этот момент. В молодости дожить с ней боссов проще. А телепорты хоть и полезны команде, но стоят дорого. Клыки Макбивня фармить и за тулицитом охотятся, это тебе не кремень земли подбирать. Потенциал Хранителя Времени не был раскрыт полностью. Играется она с каким-то своим временем и на игровое никак не влияет. А ведь что бы могла натворить эта старушенция, имея такую возможность?